Именно к такому выводу можно прийти, если проанализировать некоторые особенности архитектуры на рубеже XVIII и XIX века. Дело в том, что архитектура до XIX века существенно отличается от той, что уже строилась позднее. Также можно видеть различные нелепые пристройки к архитектуре более раннего времени, которые объясняются отнюдь не эстетическими мотивами, а именно процессом резкого похолодания. К современной исторической версии уже давно накопилось очень много вопросов. Любое хоть сколько-нибудь дотошное исследование различных памятников архитектуры и их сопоставление с историческими данными вызывает массу вопросов. Дело в том, что современная история базируется большей частью на разного рода документах, архивах и так далее. А бумага, что называется, все стерпит, проще говоря, можно подделать любой документ, вписать туда любые имена, даты, да и вообще написать все, что угодно, и вычеркнуть то, что неудобно и не вписывается в официальную версию. Поэтому в своем исследовании вопроса изменения климата в России мы не будем руководствоваться какими-либо документами, а обратимся к непосредственным очевидцам тех событий, к зданиям, построенным до XIX века, которые своим видом как нельзя лучше свидетельствуют о смене климата в России. Итак, рассмотрим основные аргументы в пользу того, что ранее на территории страны был субтропический климат. Большая площадь окон не рассчитана на холодный климат. В зданиях отсутствует система отопления. На фотографиях отсутствуют печные трубы. Тепловые тамбуры сделаны позднее. В зданиях отсутствует гидроизоляция. Изменен угол наклона кровли. На гравюрах и картинах до XIX века отсутствует снег. На гравюрах Астрахани присутствуют пальмы. В XIX веке на Земле были мамонты. Год без лета стал, возможно, переломным моментом в смене климата. Попробуем разобраться в этих и других вопросах относительно наличия субтропического климата в XIX веке на территории нашей страны. Большая площадь окон — это первое, что бросается в глаза. Сооружения до XIX века имели очень большие, широкие и высокие окна. Для холодного климата это попросту нерационально и даже глупо. Кому этот аргумент кажется неубедительным, попробуйте зимой открыть настежь окна в квартире, сразу станет грустно. Эффект от окон с большой площадью примерно такой же. Вся площадь окна — это самое уязвимое место для проникновения холода в помещение. И разумнее окно делать как можно меньше для экономии тепла. Это же не окна, это почти полноценные двери. И для холодного климата это совершенно нерационально. Более того, их еще и много, явно больше, чем следует. Прогреть помещение с таким количеством огромных окон задача просто непосильная. И такая форма строительства более характера для южных регионов, где не слишком приходится переживать о проникновении холода в помещение. Но самое интересное, что позже, в начале XIX века, к дворцу сделали пристройку, где располагается лицей, в котором учился Пушкин. И здесь уже можно видеть типичную для нашего климата форму строительства. Обратите внимание на окна, они существенно реже и по площади меньше. Отсутствие системы отопления в зданиях. Во многих зданиях не была предусмотрена система отопления. По ряду признаков можно сделать вывод, что она встраивалась уже позже, видимо, по мере изменения климата. Печи и дымоходы в зданиях явно не вписываются в интерьер, построены кое-как, на скорую руку. Это кавалерская серебряная столовая. На фото ясно видно, что печь не вписывается в интерьер. Если присмотреться к верхней части, то становится видно, что сама печь неплотно прилегает к стенам и потолку. Украшение стен явно не предусматривало наличие печи, которая была просто встроена позднее. Опять-таки возьмем во внимание размеры комнат и размеры окон. Печь такого размера едва ли смогла бы протопить такие помещения. Совершенно очевидно, что сама задумка при строительстве не предусматривала необходимость печного отопления здания. И вся система печного отопления уже создавалась намного позже самого строительства здания, что говорит о том, что изначально не было необходимости отапливать здание. Отсутствие печных труб на фотографиях. Попробуем в качестве примера изучить здание Казанского Кремля.
Мало того, что здание засыпано по окна первого этажа — это отдельный разговор, но на данный момент нас больше интересует здание в правом нижнем углу, на его крыше полностью отсутствуют печные трубы. Обратите внимание на контраст: здания вокруг буквально испещрены трубами, а вот здание в правом нижнем углу фотографии вовсе их не имеет. Скорее всего, остальные здания уже были реконструированы и адаптированы под новые климатические условия, а вот здание без печных труб пока не подверглось реконструкции. Тепловые тамбуры в зданиях сделаны позднее — еще одно доказательство смены климата. Тепловые тамбуры. Для субтропического климата такое явление, как тепловой тамбур, бессмысленная вещь, чего нельзя сказать про более холодный климат. В современном климате России тепловые тамбуры в домах практически обязательная вещь. Тепловой тамбур позволяет не запускать в помещение холодный воздух и не выпускать теплый. Вот фото одного из тепловых тамбуров, который явно не вписывается в интерьер и, скорее всего, был сделан намного позднее, чем строилось само здание. Тепловой тамбур сделан из другого материала и, судя по всему, на скорую руку. Это явный признак того, что изменение климата произошло внезапно, и меньше всего хозяева дома думали в тот момент о красоте. А это уже явный пример чудесного появления теплового тамбура. На более старых фотографиях здания тамбура нет. А вот на современных фотографиях он уже есть. Причем и приделан достаточно добротно, мастерски, никогда не подумаешь, что это уже более поздняя пристройка. Можно, конечно, сказать, что, возможно, это был писк моды пристраивать тамбуры. Вполне возможно, но тогда на писк моды придется списать и все остальные чудачества: широкие окна в холодном климате, пристраивание печных труб, строительство зданий без системы печного отопления и так далее. Отсутствие гидроизоляции для человека, который не знаком с тематикой строительства. Гидроизоляция — это малопонятная вещь. Но в холодном климате она необходима. Дело в том, что зимой вода, попадая под фундамент здания, замерзает и расширяется. Это приводит к разрушению подземной части здания. Подобно тому, как грызуны подгрызают дерево, так и вода, за счет перепада температур, будет постепенно подгрызать основу здания. Это яркий пример разрушения здания по причине отсутствия гидроизоляции. И таких примеров множество. Архитекторы прошлого знали о необходимости гидроизоляции, и ответ на вопрос о том, почему ее не было в большинстве зданий, напрашивается только один: на нашей территории был теплый климат, который не предусматривал зимнего замерзания воды под фундаментом. Изменение угла наклона кровли для холодного климата. Форма кровли должна быть более острой, чем для теплого. Это необходимо для того, чтобы твердые осадки, будь то снег или град, осыпались вниз. В противном случае кровля будет проваливаться под их тяжестью. И на многих строениях видно, что кровля была переделана под изменение климатических условий. На этом фото явно виден шов и надстройка сверху. Вряд ли такие архитектурные перемены были просто новым влиянием моды. Скорее всего, строители были вынуждены массово переделывать угол наклона кровли, чтобы она не обрушивалась под оседающим на ней снегом. На гравюрах и картинах до XIX века отсутствует снег, кстати, о снеге. На гравюрах и картинах, которые созданы ранее XIX века, невозможно найти снег. Вполне себе летний пейзаж, никакого снега. Любой желающий может убедиться в том, что ни одной гравюры, выполненной до XIX века, на которой был бы изображен снег, найти просто не получится. Это важно: гравюра должна быть выполнена именно до XIX века. В рамках такого исследования вам могут попасться так называемые новоделы, то есть гравюры или картины, сделанные задним числом, но это исключение, а в остальном вся живопись до XIX века полностью игнорирует такое явление, как снег. Пальмы на гравюрах Астрахани. Ну ладно, снег, может быть, до XIX века изображать снег в живописи считалось дурным тоном, но как быть с пальмами, которые присутствуют на гравюрах? Неужели фантазия художника? Даже если предположить, что художник эти пальмы видел где-то на другом конце земного шара и достаточно неплохо их запомнил, чтобы в таких подробностях нарисовать, то зачем ему рисовать такой абсурд: пальмы в холодном климате России?
А может, причина в том, что эти пальмы росли в нашей стране? Вот уж загадка, так загадка. Если со снегом еще можно худо-бедно найти пояснение, которое впишется в рамки официальной истории, то с пальмами в России совсем получается дело скверное. Ведь пальмы эти рисовал далеко не один художник, неужели все были такими чудаками, что им вдруг вздумалось вместо снега пальмы рисовать? Любой желающий может убедиться в склонности астраханских художников XVII века изображать пальмы на своих гравюрах. Достаточно набрать в поиске фразу гравюры «Астрахань, XVII век». Те же самые пальмы можно видеть и в Петергофе. Одним словом, вопрос наличия пальм в России на чью-то больную фантазию явно не тянет. Слишком уж много получается чудаков, которые, словно сговорившись, решили изображать пальмы в своем творчестве. Мамонты в XIX веке найденные кости мамонтов свидетельствуют о том, что они вымерли не где-то в глубокой древности, а были на Земле еще в XIX веке и в том числе на территории России. А в музеях сохранились уникальные экспонаты, к примеру, упряжь, сделанная из мамонтовой кожи, и другие предметы обихода XVI–XIX века, которые сделаны из костей, бивней или кожи мамонта. Также в творчестве писателей того времени можно встретить различную информацию о существовании мамонтов в то время. Можно снова списать все это на фантазию и подвижную психику творческих личностей, граничащую с безумием, но не слишком ли много безумных выпало на XIX век? Одни пальмы в России рисуют, другие о мамонтах пишут, причем все это как будто сговорившись. И тут снова рушится официальная версия историков: мамонты попросту не могли бы выжить в том суровом климате, о котором нам рассказывают. А это значит, что в XIX веке на территории нашей страны был субтропический климат. Год без лета. Теперь речь пойдет о том самом переломном моменте, когда предположительно и произошла смена климата. В исторических источниках сохранилась информация о так называемом годе без лета, которым принято называть 1816 год. В Западной Европе и Америке этот год и по сей день остается самым холодным годом в истории метеорологических наблюдений. В этот год, как следует из названия, практически не было лета. И именно этот год мог стать переломным моментом в истории смены климата с субтропического на более холодный, который сейчас присутствует на территории России. Таким образом, есть множество доказательств, своего рода улик, которые свидетельствуют о том, что официальная историческая версия далека от истины. Вполне возможно, что и описанная в этой статье версия также от нее далека, а сама истина, как это часто бывает, находится посередине. В любом случае, главное при получении информации — это умение критически ее осмысливать и не принимать ни одного принципа или утверждения на веру, без каких бы то ни было веских доказательств.